феврале этого года в Австралии снова произошло нечто необъяснимое. В небе был замечен странный объект, слишком правильной формы, чтобы быть облаком, и уж точно не похожий на самолет. Что это было? Обычный природный феномен или что-то более загадочное? В этом видео я расскажу вам об удивительных случаях, когда люди сталкивались с подобными объектами и успели их запечатлеть на камеру. Эти явления бросают вызов привычным представлениям о реальности и до сих пор остаются нерешенными загадками. Что скрывается за этими необъяснимыми встречами? Подготовьтесь к погружению в мир таинственного и неизведанного. В ночь на 3 мая 2024 года спокойное небо над российским городом Санкт-Петербург и несколькими поселками Карелии озарилось странным свечением. Жители стали свидетелями явления, о котором будут говорить еще долго. Многие очевидцы запечатлели его на камеру. Летит медленно, летит то прямо, то снижается, с фонарями. Эти комментарии за кадром видео только усиливали мистику происходящего. Объект на снимках имеет форму тарелки, движется плавно, словно скользя по воздуху, только на доли секунд зависает над озером. Первоначально возникло множество теорий и домыслов. Одни говорили, что это очередное НЛО над Петрозаводском. Другие предполагали, что это может быть часть баллистической ракеты или спутников Илона Маска. Но все больше людей склонялись к версии о внеземном происхождении объекта. Достоверной информации не было достаточно. Однако, по официальной версии, компания SpaceX действительно запустила 2 спутника компании Maxar с базы Ванденберг в Калифорнии 2 мая этого же года. В предыдущем ролике я уже рассказывал про случай в Карелии в городе Петрозаводске в 1977 году. Но тогда кораблей Илона Маска еще не существовало, поэтому можно предположить, что и в 2024 году это все-таки был инопланетный корабль. А вы что думаете? Этот случай с НЛО зафиксирован в октябре 2021 года на камеру наблюдения в британском городке Сент-Олбанс. Готовы узнать подробности? Сент-Олбанс – это тихое место, где жизнь течет размеренно, без особых событий или достопримечательностей. Здесь нет шумных улиц или ярких культурных памятников, что делает его типичным примером английской провинции. 43-летний Мэтт Даути в этот день не ожидал, что его умный дверной звонок запишет вмешательство инопланетян. Это произошло рано утром 23 октября 2021 года. Его телефон неожиданно зазвонил. Это означало, что около порога происходило какое-то движение. Однако гостей мужчина не ждал. Тогда Мэтт решил проверить запись, и то, что он увидел, повергло его в шок. На записи наружной камеры Мэтт увидел 3 светящихся объекта, которые синхронно летели по темному небу. Эти объекты двигались плавно, и трудно было сказать, 3 это объекта или 1 треугольной формы. Даути сразу отправил видео своему отцу, увлеченному авиацией. Отец заключил, что это не самолет. Мэтт показал видео своему другу Кевину, но и друг сделал заключение, что это неземная технология. «Боже, это выглядит как НЛО», – прокомментировал Кевин. Спустя пару недель после инцидента Мэтт решил опубликовать запись в соцсетях. Видео быстро распространилось, и к нему оставили сотни комментариев. То, как двигались объекты, их небольшое визуальное искажение делало видео достоверным. Но скептически настроенные пользователи предположили, что это могли быть 3 дрона или 3 вертолета. А вы скептик или считаете, что это было НЛО? После просмотра всего видео поделитесь своим взглядом от увиденного. Странное дело, друзья. Жители Якутии в России то и дело сталкиваются с инопланетянами. Может, это связано с тем, что инопланетянам очень интересно, как живут люди, где теплые дни бывают только летом, а зимой температура воздуха достигает минус 60 градусов по Цельсию. Вот один из случаев. Июльский день 2016 года в Якутске. Город погрузился в праздничную атмосферу, ведь в этот день, 6 июля, состоялось открытие международных спортивных игр «Дети Азии». Жители собрались, чтобы насладиться церемонией и весельем. Житель Якутска заметил в небе черный шар. Сначала он подумал, что это часть шоу, однако поведение объекта было странным. Шар завис в воздухе на 1,5 часа, потом начал исчезать и снова появляться. Когда объект появился в 3-й раз, мужчина решил заснять его на камеру. К тому времени НЛО принял треугольную форму, разъединился на 2 части, а затем вновь соединился и стал похож на самолет. Затем объект вытянулся в сигарообразную форму, распался на 3 части и исчез.
Сообщалось, что загадочный объект видели и в районе аэропорта. Соцсети взорвались от споров. Были ли это облака, стаи птиц, дроны или инопланетяне, решившие посетить этот спортивный праздник? Ученые, уфологи, скептики и просто любопытные люди стали обсуждать возможные объяснения происшедшего. А как вы думаете, что же это было на самом деле? Инопланетный объект или игра света и облаков? В истории исследований НЛО есть много случаев, которые можно списать на выдумки или ошибки очевидцев. Но Тегеранский инцидент 1976 года стал настоящим испытанием для всех скептиков. Это одна из самых задокументированных встреч с неопознанным летающим объектом. Он заставляет поверить в невозможное даже тех, кто привык сомневаться. Ночь с 18 на 19 сентября 1976 года. В аэропорту Мехрабад авиадиспетчер Хусейн Пирузи получает тревожный звонок. Над северным районом Тегерана замечен необычный светящийся объект. В эту ночь экстренные службы получили от жителей северных районов сразу несколько сообщений о том, что со стороны советской границы в небе движется необычный светящийся объект. Его описывали так: свет, похожий на звезду, но намного ярче. Чуть позже аналогичные сообщения поступили и от жителей пригорода Тегерана. Пирузи немедленно сообщил об увиденном вышестоящему командованию. Вскоре в небо над Тегераном были подняты 2 истребителя военно-воздушных сил Ирана. Оба пилота, опытные профессионалы, не только видели этот объект, но и пытались его атаковать. Оказалось, что НЛО был не только быстрым и маневренным, но и обладал способностью вмешиваться в работу техники. Аппаратура самолетов внезапно начала давать сбои. Один из самолетов даже чуть не разбился при возвращении на базу. У истребителей отключились электронная аппаратура и системы управления вооружением. Пилоты остались практически беспомощными. Ситуация обострилась, когда объект направил свой разведывательный модуль к диспетчерской вышке и деактивировал все оборудование. К счастью, истребители смогли вернуться на базу, но напряжение среди военных и гражданских наблюдателей осталось. То, что случилось дальше, до сих пор окружено тайной. Неопознанный объект приземлился в неизвестном месте, и что именно он делал на Земле, остается засекреченным. Многие участники инцидента уверены, что столкнулись с чем-то внеземным. Один из пилотов, впоследствии дослужившийся до генерала иранских ВВС, всю жизнь был уверен, что той ночью он наблюдал объект инопланетного происхождения. Документы, свидетельства и радарные данные указывают на то, что это было нечто, выходящее за пределы привычных представлений о реальности. Скептики продолжают искать земные объяснения этому феномену. Но даже спустя десятилетия этот случай остается окутанным тайной. А как вы думаете, что это было? Внеземной разум или есть более простое объяснение? 29 января 1986 года небо над городом Дельнегорск в России озарилось светом от неизвестного объекта. Это происшествие, названное инцидентом на высоте 611, до сих пор окутано тайной. Светящийся красный шар размером с половину полной Луны медленно двигался параллельно Земле. Объект не издавал ни звука, ни света, не оставлял за собой следа. Он летел на высоте около 300 метров и вдруг столкнулся с горой Известковой, известной как высота 611. После столкновения произошел сильный пожар, который длился целый час. Свидетели описывали это как странное свечение на горе. Оно не было похоже на обычное пламя. Никто не мог объяснить, что это было – метеорит, самолет или нечто совершенно неизвестное. Пожар был такой силы, что не оставил после себя практически ничего. Исследователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили на месте пожара только остатки неизвестного происхождения. Свинцовые капли, черные металлические шарики и загадочную сетку из золота и редких металлов. Состав шариков включал множество элементов из таблицы Менделеева: марганец, хром, никель, кобальт и другие металлы. Однако весомых доказательств внеземного происхождения шаров не было найдено. Только сетка могла стать свидетельством неизвестных технологий. Она состояла из микроскопических кварцевых нитей, внутри которых находились золотые проволочки. Несмотря на исследования и многочисленные теории, ответов не нашлось.
Была версия, что это шпионский аэростат США, но она не объяснила всех странностей. Высота 611 до сих пор считается аномальной зоной. У людей, поднимающихся туда, наблюдаются сбои артериального давления, изменение состава крови и даже галлюцинации. В итоге, этот случай вошел в историю как один из самых загадочных случаев наблюдения НЛО в Советском Союзе. На Западе он известен как русский Розуэлл. Так что же это было? Крушение НЛО или разбился самолет-разведчик? Оказывается, инопланетный разум проявляет интерес не только к холодным северным регионам, но и к живописной природе Австралии. Почему так, как думаете? Недавно я наткнулся на несколько случаев, когда жителям Австралии удалось заснять на камеру странные объекты в небе. Эти записи пока остаются без комментариев от специалистов-уфологов. Поэтому, друзья, у вас есть уникальная возможность самостоятельно решить, верите ли вы этим кадрам, и могут ли они служить доказательством существования внеземных цивилизаций. Вот, к примеру, случай в августе 2016 года. В небе над городом Маджи, расположенном в штате Новый Южный Уэльс, местный житель, увлекающийся наблюдением за НЛО, снял момент появления на небе огромного цилиндра. Его инфракрасная камера Canon XA25 позволяет зафиксировать невидимые человеческому глазу объекты. То, что мужчине удалось снять, не имеет крыльев или других аэродинамических элементов, уверенно пролетает над деревьями и демонстрирует невероятные антигравитационные технологии. Вопреки всем законам физики, цилиндр двигался с высокой скоростью, оставляя мужчину в полном недоумении. Следующая встреча с НЛО произошла в феврале 2019 года. Полиция города Брум, что на западном побережье Австралии, опубликовала в Твиттер видео с камер наблюдения. На нем видно, как в момент удара молнии в небе появляется загадочный светящийся объект, который затем плавно исчезает. Видеоролик вызвал бурное обсуждение в сети. Одни пользователи уверены, что это очередное подтверждение визита инопланетян, другие считают это лишь оптической иллюзией. А вы что думаете? Следующие два случая произошли уже в этом году. Первый произошел в феврале. Местный житель, путешествуя на автомобиле, заметил в небе овальный объект. Он не был похож ни на самолет, ни на облако. Его форма была слишком правильной. Объяснение было только одно – это НЛО. Мужчина не растерялся и заснял его на камеру. Видео сразу же разлетелось по интернету, вызывая массу вопросов и догадок. Совсем недавно, в июле, НЛО был замечен в Робертстауне, Южная Австралия. В этом городе живет не более 200 человек. Чаще всего местные, которые уже привыкли к необычным объектам в небе, не обращают внимания на странное свечение. Однако в этот раз это было просто невозможно игнорировать. После того, как НЛО появилось в небе, местные стали его фотографировать и делиться фото в социальных сетях. На снимках можно рассмотреть летающий аппарат, который светится ярким, почти неоновым светом. По словам очевидца, который поделился фото, все время в воздухе объект хаотично двигался. Так что же это было на самом деле и почему в Австралию так часто залетают гости с других планет? Заканчивая обзор удивительных случаев, когда люди сталкивались с нечто необъяснимым, стоит отметить одно. Каждый раз, когда кто-то видит НЛО и успевает запечатлеть его на камеру, это вызывает смесь любопытства и сомнения. Друзья, согласитесь, что эти записи поражают наше воображение и заставляют задуматься, но они все же требуют тщательной проверки и анализа. Кто знает, что именно попало в кадр? Возможно, это редкое атмосферное явление или оптический обман, а может, действительно что-то из другого мира. В любом случае, каждый подобный случай дает нам возможность взглянуть на мир с новой стороны и задать себе вопрос: а вдруг мы действительно не одни во Вселенной? Будем ждать новых доказательств и, возможно, однажды сможем получить ответы на все вопросы. Напишите, верите ли вы в подлинность показанных фото и видео, или считаете, что есть более простое объяснение. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Если вы любите узнавать о необычных случаях и рассказывать их другим людям, у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать потрясающие видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании. До встречи в следующих видео.